Иногда хочется поиграть во что-нибудь не ради серьезного сюжета и гринда на сотни часов, а ради безумия с на голову отбитым другом. Чтобы он обязательно все испортил, а ты потом орал на него микрофон, криворукий пенопласт, чтобы просто проржаться вместе до слез. А ты и так знаешь, что смех продлевает жизнь. Трэш-кооп именно про это. В этой подборке я собрала игры, которые идеально зайдут веселой компании. Если пропустил первый ролик по теме, обязательно глянь его. Всем здрасте, с вами Настя, и с тебя лайк и подписка, с меня интересный факт об игре из списка. Погнали! SEMI Side Effects Mind-Include. Ты в компании 3 своих друзей оказываетесь пациентами странной клиники, где вместо лечения экспериментальные таблетки с максимально непредсказуемыми побочками, которые превращают обычный платформер в сумасшедший аттракцион. Геймплей здесь строится на физике, командной работе и импровизации игроков. Уровни генерируются из случайных комнат с ловушками, меняющейся гравитацией и испытаниями. Визуальный стиль намеренно сделан ярким и мультяшным, чтобы контрастировать с темой нестабильных состояний персонажей. А теперь представь, если к этому добавить эффекты вроде синдрома Алисы, то маленький, то огромный, лазеров с рандомным прицелом или состояние нестояния, где ты из неуязвимой имбы превращаешься в беспомощную тряпочку. Вот это и есть SEMI. Можно играть в одиночку, но полноценно кайфануть получится в кооперативе по сети. Голосовой чат, саботаж, случайный или намеренный, спасение друзей из ловушек и внезапные драки – все это сделает каждый забег уникальным. И интересный факт. Многие эффекты намеренно сделаны слегка кривыми смеха ради. И еще выяснилось, что определенные сочетания эффектов позволяют почти полностью контролировать карту, если их получить в правильной последовательности. В ближайших планах разработчики хотят расширить пул препаратов, добавить новых карт и режимов, а также доработать сетевой режим. При этом команда подчеркивает, что не хочет превращать игру в киберспортивный проект. Most Lethal Fishing Simulator. И это игра, которая начинается как обычный симулятор рыбалки. Вроде все нормально, а потом ты достаешь вместо удочки пушку. Весь абсурд в том, что тебе предстоит расправляться с рыбой с помощью самого безумного оружия. В игре больше 140 видов рыбы с комичным дизайном. От мелочи до настоящих водных монстров. Ты собираешь коллекцию, ищешь редкие экземпляры и постепенно открываешь новые удочки, наживки и приманки. Ага, как будто кто-то ими пользоваться будет. Параллельно прокачивается и арсенал. Чем серьезнее добычи, тем весомее нужна балка для битья. В игре есть кооператив до 4 человек. Бери друзей с собой в уютный лагерь, поболтайте в чате у костра и обсуждайте стратегию против боссов. Можно не только рыбачить, но и устраивать мини-игры, дурачиться, танцевать, так как это не хардкорный симулятор, а скорее комедийное приключение, где рыбалка лишь повод устроить веселый беспредел. Интересный факт. Музыка в игре частично была сгенерирована с помощью ИИ, а затем доработана вручную. Со слов создателей, игра задумывалась как пародия на серьезные симуляторы рыбалки, где вместо медитативного ожидания поклевки игрок получает абсурдный экшен. Ранняя версия с более реалистичными моделями выглядела слишком обычной и не отражала комедийную направленность проекта, поэтому было решено все переделать. В будущем планируется добавление новых биомов и более сложных целей для челленджа. Content Warning. Это кооперативный хоррор, где ты с друзьями не просто выживаешь, а пытаешься стать звездой жуткого аналога YouTube – SpookTube. Ты с друзьями спускаешься в жуткий древний мир, чтобы снять как можно больше годного видео с надеждой вернуться обратно живыми, что только не сделаешь ради контента. Перед вылазкой можно кастомизировать рожу лица, закупить оборудование и морально собраться с духом, так как внизу вас ждут странные монстры, проклятые артефакты и атмосфера, что вообще здесь происходит. Камера – главный инструмент. Чем страшнее и безумнее кадры, тем больше просмотров после возвращения. Каждая сессия длится 3 игровых дня. Если команда набирает достаточно просмотров, вы продолжаете карьеру, получаете доход от рекламы и улучшаете снаряжение. Если нет, значит зрителям было недостаточно страшно. Поэтому крики в чате по типу «ты это заснял?» вместо спасения друга, пока его жрет монстр, тут в порядке вещей. И по итогу выжил только оператор. И интересный факт. Игра быстро стала вирусной благодаря стримерам. Встроенная система записи роликов позволяет сохранять реальные игровые моменты, которые потом можно пересматривать всей командой. Словно это настоящий контент для хоррор-блога. Landfall в своих комментариях подчеркивали, что хотели высмеять культуру кликов и алгоритмов. Поэтому игроки здесь не просто исследуют монстров, а рискуют собой ради просмотров. Определенные типы монстров в рискованной ситуации дают больше охвата. И комьюнити стало целенаправленно провоцировать опасные сцены ради хайпа. Roadside Research.
Это симулятор заправочной станции, только с одним нюансом. Ты и твои друзья инопришеленцы, которые скрывают свою сущность самым наитупейшим образом. Днем вы изображаете обычных работников придорожной заправки, работать надо, а то как коммуналку оплачивать. А вечером готовите вторжение на землю. Играть можно соло или в кооперативе до 4 человек. Распределяете задачи, кто-то заправляет машины, кто-то раскладывает товары по полкам, а кто-то в это время тайком сканирует посетителей и собирает данные для инопланетного командования. Главное не спалиться и следить за шкалой подозрения, а то к вам приедут люди в черном. Геймплей строится на балансе двух ветвей развития: улучшение самой заправки и прокачка инопланетных технологий для более эффективных исследований. И да, вы можете настраивать свою маскировку, если ее можно так назвать. Отличный вариант для компании друзей, которые хотят поработать на заправке и заодно захватить планету. Интересный факт. Разработчики активно вовлекают сообщество в развитие игры. По просьбе игроков в настройках даже добавили возможность выбирать, сколько пальцев на ногах будет у пришельца. От 1 до 4 на каждой ноге. Да, это действительно одна из официальных функций. Отдельный инсайт из блогов касается персонажа Джеффа, который изначально был временной моделью для тестов анимации. Но после реакции тестеров персонажа оставили и начали развивать его как визуальный символ проекта. Lock Riders. Это кооперативный платформер для двух игроков, где вы с другом просто катитесь на бревне. И это только звучит легко. На самом деле нужно удерживать равновесие, пока бревно катится вперед. А еще не упасть, не перевернуться, а то будет фиаско, братан. Управление завязано на балансе. Один шаг вперед, бревно ускоряется. Переборщили, и оно мчится как спортивный болид, ломая всю координацию. Физика здесь почти реалистичная, плюс рагдолл анимации, из-за которых падения выглядят одновременно болезненно и очень смешно. Каждый уровень — это череда препятствий, где важны синхронность и чувство ритма со стороны тебя и твоего друга. Играть можно локально на одном устройстве, по сети или даже в одиночку, если хочешь поругаться сам собой. Есть уровни сложности, контрольные точки и глобальная таблица лидеров. Так что можно не только смеяться, но и посоревноваться с другими игроками. По пути собираются монеты, которые можно потратить на кастомизацию персонажей. Сделай стильные усы и мчи вперед вместе с другом укращать бревно. Интересный факт. В комментариях команда подчеркивала, что вдохновлялась играми с пьяной физикой и хотела добиться ощущения, что персонажи вот-вот и упадут. Кстати, многие падения и позы персонажей были записаны через простую физическую симуляцию Ragdoll, а затем оставлены почти без правок, потому что получались смешнее, чем вручную анимированные сцены. Также наклон бревна меняется не только от положения игроков, но и от микродвижений в разные стороны. И при определенном ритме шагов можно временно его стабилизировать. Вот такая душевная подборка у меня получилась. Если у тебя и у друзей все хорошо с чувством юмора, не вздумай проходить мимо трэш-коопов. А какой из этих проектов тебе приглянулся? Поделись мыслишками на этот счет. А если тебе захотелось поиграть в одну из этих игр, значит моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами был Настена. Всем пока-пока.